Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители нашего канала. Здесь я, Андрюс, со своим прибалтийским акцентом и моя новая авторская передача «Невъездной». Почему невъездной? Потому что с 2018 года Российская Федерация как-то решила, что не видать мне больше солнечного Магадана или Челябинска или Москвы и Петербурга, и сделала меня невъездным. Почему? Я сам не понимаю. Может быть, слишком много лаял на ихний МИД, или слишком много делал протестов, или воевал здесь с пятой колонной, которой в Литве, увы, тоже хватает. И сегодня мой особенный гость, и я очень рад возможности поговорить с ним и про прошлое, и, конечно, про настоящее, и про будущее. Это защитник Донецкого аэропорта в 2014 году, потерявший обе руки и глаз при защите этого объекта, национальный герой Украины Александр Терещенко. Добрый день, Александр. Добрый день. Как вы поживаете здесь, в Литве? В Литве чувствуешь себя всегда очень приподнято, потому что везде украинские флаги. Моя знакомая, когда приехала сюда, сказала, тут флагов украинских больше, чем у нас, потому что у нас дефицит это сейчас. И ощущаю поддержку людей очень большую. Поэтому здесь находиться, с одной стороны, мне очень приятно, хорошая атмосфера, с другой, мне немножко всегда неуютно, что я вот схожу по спокойному Вильнюсу, гуляю, а мои товарищи воюют, поэтому у меня все равно есть немножко и такие чувства. Теребить что-то в груди, Да, конечно. Да, что я не могу быть с ними. Про настоящее мы поговорим, а давайте начинать с далеких, даже до майданских времен, и вспомним это время. Начинается Майдан. Какие чувства тогда у вас были? Какие планы? Вы участвовали в Майдане или нет? Как все начиналось? Безусловно, я всегда считал себя патриотом, и события Майдана были мне близки. Я не могу сказать, что я был таким вот серьезным майданщиком. Я был в Киеве несколько раз, я регулярно приходил на Николаевский Майдан, но это не скажу, что это было вот прям так, чтобы я... И в феврале 2014, когда вот начались кровавые события, уже расстрелы, я был в Николаеве, и тогда, наверное, мне не хватило смелости бросить все, лететь в Киев. Не хватило смелости, вы говорите? Я думаю, да, потому что многие мои друзья поехали. И, наверное, это стало причиной того, что я потом в 2014 году, как только началась агрессия России, отжат Крым, я пошел в военкомат и понял, что здесь я уже не могу. Иначе я не смогу просто жить с этим. Я ходил на Грушевского, на Институтскую, смотрел портреты погибших героев Небесной Сотни, молодых ребят, и мне было настолько... Я плакал. И поэтому я пошел в военкомат и сказал, что я готов идти защищать страну. И куда вас послал военкомат? Как все происходило? Меня долго не брали, потому что так случилось, что срочную службу служил в советской армии, в строительных войсках. То есть такая специальность. И мне в тот момент было 47 лет. Мне сказали, идите, мы вам позвоним, скажем, потом... И потом 31 июля 2014 года, 30-го, мне позвонили и сказали, вы же у нас просились на фронт. Так пожалуйста. Так давайте уже вас куда-то отправим. А у меня как раз намечался переезд с квартиры на квартиру, куча всего. И я говорю, а можно хотя бы пару дней подождать? Нет, нельзя. Вот даже так? Думаю, раз сам просился, сейчас не прийти будет неправильно. И так я попал в 28-ю механизированную бригаду на полигон. Это Одесская бригада, которая уже повоевала, вернулась на докомплектацию. И был такой интересный момент. Мой товарищ работал в военкомате, который знал, что я большую часть своей жизни работал на телевидении видеооператором. И я пришел, он говорит, ты знаешь, мы долго думали, кем тебя записать, пулеметчиком или гранатометчиком. Но потом вспомнили, что ты камеру держал на плече, поэтому будешь гранатометчиком. И так я после стройбата стал гранатометчиком. И вот 3 недели я был на полигоне, занимались, а потом вечером собрали нас, и комбат сказал, нужны добровольцы завтра отправиться на Донбасс.
Ну, я вместе с ребятами вышел, и так случилось, что мы попали на докомплектацию 79-й десантно-штурмовой бригады нашей Николаевской, такой легендарной. И для меня это был тогда, после стройбата стать десантником. Это, Сразу вот так вот. Просто, да. карьера сумасшедшая просто. И так все произошло. Какие были мысли, когда вы поняли, что вы в самом деле очутились в очаге войны? Что это не подготовка, не учение, а это настоящая война? Наверное, когда впервые увидел погибшего, это был боевой выезд, такой наш по тылам противника, он известен как там в районе села Гранитного, совместно с 95-й бригадой. И там сейчас я понимаю, что это были такие еще очень лайтовые события. Ну, были По сравнению с тем, что происходит сегодня, да? Сегодня вообще никакого сравнения, но даже по сравнению с тем, что я в аэропорту потом попал, для меня это было уже, когда ты видишь человека, который разговаривал с тобой 15 минут назад, сейчас лежит на БТРе, закрыт брезентом, и его товарищ плачет над ним, тоже десантник, с которым они воевали, то уже стало понятно, что это не игра, это не закончится завтра, послезавтра, потому что на полигоне не укладывалось в голову, что в 21 столетии раньше братский народ, с которым мы достаточно мирно жили всегда якобы, и будут стрелять, и будут жертвы. А там я уже понял, что это война. Страшно было, Александр, честно говоря? Конечно, страшно. Да? Страшно было... Но почему страшно? Из-за чего страшно, скажем так? Страх, он очень разный бывает ведь, да? Страх, я не был военным человеком. Я не готовился, я многих вещей не знал. Я не всегда знал, как повести себя в той или иной ситуации. Потому что подготовка на полигоне, сами понимаете, там 3 выстрела с гранатомета, 1 магазин патронов и вперед. И особо ты ничего не знаешь. Во-вторых, конечно, страшно, что ты погибнешь. Каждый человек, наверное, считает, что он какой-то уникальный, особенный, что он не может погибнуть, потому что есть семья, есть дети, есть... И этот страх, он на каждом шагу, и я всегда, вспоминая это, говорю, что тут этот страх постоянно выдавливаешь себя по чуть-чуть, шаг за шагом. Страшно было идти в военкомат. Я долго колебался, я шел ватными ногами, я понимал, что я не военный, я завтра уйду в бой, и меня может не быть. Пересилил это. Потом, когда надо было выходить добровольно на полигоне, завтра отправиться в АТО, тоже мне было страшно, но мой более молодой товарищ рванул первым, и я понял, что я не могу от него отстать, и тоже пошел. И так вот каждый... Шаг за шагом. Шаг за шагом. Главное, что это не страх, это нормально. И на войне тоже. Да, если у тебя нет страха, значит, что-то с тобой не в порядке. Конечно, и ты погибнешь в первую очередь, ничего не сделал, а смысл уже не в этом. Главное, чтобы этот страх не перерастал в панику, как у нас говорили, чтобы не было укуса очковой кобры. Поэтому, вот так говорили. Да. Поэтому я никогда не стесняюсь об этом говорить, потому что это нормально для человека. Вам тяжело говорить про этот решающий день, когда все случилось? Уже нет. Уже нет, но было. Было, пока я не посмотрел видео, потому что как раз в момент моего ранения попал на видеопленку. Там был оператор, снимали документальный фильм, с которым я как раз в Вильнюсе и был в 2018 году. И я долго не мог его посмотреть, мне оператор прислал, говорит, глянь, тебе станет легче. И я посмотрел, и как-то... Стало легче? И стало безразлично. Безразлично смотреть на вот это... перемалывать, а может быть не так, а почему так случилось, а надо было действовать по-другому, а сейчас уже... Мы как раз видим, наши зрители могут видеть эти кадры. Попробуйте объяснить, как все случилось, что было в этот день. Это был уже последний день моего пребывания в аэропорту. Уже пришла наша смена, и там была такая... смена приходит, мы сутки передаем
вахту, обмениваемся опытом и на следующий день уезжаем. Уже пришла наша смена, и уже, наверное, все немножко расслаблены были. Ну, пришла она в обед, не тогда, когда темно, и начался серьезный обстрел. И вот под этот обстрел враг подобрался достаточно близко, и начали там кидать гранаты, завязался ближний бой. И в один момент мы вдвоем с товарищем отстреливались. У нас такое укрытие было немножко впереди. И я увидел, что у меня под ногами лежит граната наступательная РГД-5 без чеки. Я попробовал ее выбросить. Думал, что я успею, потому что она лежала не очень удобно, что и отфутболить нельзя было. И плюс там сложен был боекомплект, РПГ, гранаты и все такое. И она взорвалась у меня в руках уже, когда я выбрасывал где-то так. И все, я понял, что что-то пошло не так, и был удивлен очень. Удивлены были? В первую очередь удивлен, потому что я не верил, что со мной может что-то случиться. Ну, вот я был уверен, что я красавчик, я вернусь, я взял с собой арафатку, если знаете. Да, знаю, конечно, что такое это. И я думал, ну теперь я уже смогу ее одеть, потому что я был в аэропорту, я уже... Герой. Ну, не герой, но уже... Ну, это чувствуется. Вояк. Я отвоевал за... Уже можешь смело говорить, да. Не то, что я там где-то в степи гасал. И поэтому я был в первую очередь удивлен. А вы были такие мысли после и через, не знаю, месяцы, годы? Я как понимаю, тут вопрос 2-3 секунды были, да? Успели? Да. Были такие мысли, а что, если бы успел? А как я не успел? А как эти 2 секунды? Как я опоздал? Были такие, ну вот, прокрутка вот этого эпизода, как бы моя жизнь пошла иначе? Ну, были прокрутки, я думал, как по-другому надо было, упасть. РГД-5 – это не самая мощная граната, и, в принципе, то, что я выжил, уже говорит об этом. Как-то увернуться, как-то еще по-другому, но я понял, что это бессмысленно, потому что в тот момент это какие-то рефлексы. Да. И это невозможно. И когда меня на презентации фильма здесь, в Литве, спросили, как надо было действовать, я сказал, что надо было одну руку спрятать за спину, обязательно одеть очки и 2 пальчиками пробовать ее выбросить, чтобы... Аккуратно, элегантно. Чтобы меньше всего оторвало. Хорошо, значит, первое чувство было удивление. А что было потом? Потом, вы знаете, я даже удивляюсь, но у меня ни секунды не было депрессии, не было слез, соплей, что вот вся жизнь пропала. Как такое может быть? Сначала первую фразу когда ребята меня выносили, я ляпнул, что застрелите меня, я не могу, как я буду жить без рук, но сам удивился как-то это... Ну, такой первый такой, да, импульс, да? Как-то, думаю, даже стыдно стало, что как-то как в фильмах. Потом я почему-то был уверен, что будет все хорошо у меня. И даже когда приехала жена, она с сыном ко мне в Днепропетровск тогдашний, и плакали, я сказал, быстро подобрали сопли и слезы, у нас все будет хорошо. Я, конечно, понимаю, что в тот момент... Тут немножко, может, бравура была, или вы точно верили в это? Я не верил, что будет плохо. Я допускаю, что, естественно, первые дни мне кололи наркотические обезболивающие, тут была такая эйфория, но потом через неделю я даже написал в Фейсбуке, что наркотики колоть перестали, а настроение осталось. Хорошее, да. И я даже в первый день после операции я поднялся, сам пошел, посмотрел на себя в зеркало, все лицо обгоревшее, я так шутил, как всегда, у меня с юмором все в порядке, поэтому... Да, я вижу. С первого дня было все нормально, и все... Я не думал, а чего они такие хмурые сидят, вроде что-то, что со мной не так? Руки, сделают протезы, как-то... Ну да, я, как понимаю, читал из ваших интервью, что семья и близкие переживали гораздо сильнее, и психологов им нужно было, а не вам, да? Да, 100%. И жена до сих пор говорит, что у нее ПТСР, это PTSD, да. Больше, чем у меня. И, кстати, ей в этот день приснился сон, что я пришел к ней прощаться именно в этот день. Когда я уже был ранен, она еще не знала. И вот такой мистический какой-то... Вы верите в такие?
Сложно Я не могу, сложно не поверить, да. Сложно не поверить. Поэтому она даже не удивилась, когда утром позвонили, вернее, я сам позвонил и сказал, что все нормально, я живой, но без рук. Александр, как происходила реабилитация? Что было самое трудное? Я как понимаю, у вас были контакты с другими ранеными, и у которых, ну, не до юмора им было, да, когда там человек одну руку потерял или ногу. Ну, я, безусловно, общался с ребятами. Были тяжелые, особенно когда ранения там связаны с головой, с ранениями головы. Не скажу, что у меня самые страшные. Ну, самое трудное было мне пережить, когда тебя кормят с ложечки, когда ты беспомощный. Вот это самое трудное. Я очень хотел побыстрее протезы, чтобы мне поставили. Я с самого, ну, буквально с первых недель думал, как мне сделать так, чтобы я сам мог кушать, например. У меня только зажила левая культя, я сразу придумал, что можно там спортивный напульсник, к нему пришить ложку-вилку, и я уже сам могу есть. Потом в этот же напульсник там вставить стилус, и я уже мог на планшете писать в Фейсбуке. Ну да, это удивительно. Потому что для меня было важно не быть беспомощным. Да, конечно. Это, наверное, самое сложное было. Тогда вы перешли на такую методическую работу, скажем так, да? И вот, знаете, вот я читал перед войной ваши рассказы, книга вышла ваша, тоже вот можем посмотреть, это интересные такие... Вы же не писатель, да? Вы, нет, конечно. Как вы сами сказали, вы видеодокумент. И знаете, вот я одну цитату хотел сказать, что, значит, вы пытались посеять дух патриотизма для юных украинцев, но вы понимали, что это займет очень много времени. И что репутацию наших военных людей необходимо осознавать, что нельзя решить эту проблему сегодня и сейчас. Как ошибались, да? Нет, я имел в виду, что в любом случае нужно воспитывать подрастающее поколение, патриотизм. Но у нас в 2014 году, ну не секрет, что особенно на юге, на востоке таких пророссийских настроений было очень много. Это связано и с политикой ассимиляции Советского Союза, где много русских. И ну, не все можно было решить военным путем. Ну, открытого врага можно посадить в тюрьму, да, можно в конце концов расстрелять в бою. А людей, которые просто думают, что они вот родились в Советском Союзе, ну, что ты с ними сделаешь? Я считаю, что нужно было работать. И пропаганда должна была работать в хорошем смысле. И должны были фильмы сниматься, и должен быть патриотический контент. Причем не такой, как в Советском Союзе. Вот там, ура, вперед! Ура, вперед! А то, что вот воспринимается людьми простыми словами, и начиная с детского возраста, чтобы это были какие-то даже игры компьютерные, где был бы украинский военный, а не что-то, а не Рэмбо, скажем, или там еще какие-то другие. Да. Но я имею в виду, что вы говорили, и вы правильно говорили, потому что у нас та же самая проблема, конечно, в гораздо меньших количествах, но есть и пятая колонна, есть и люди, которые тоскуют по советскому режиму, и мы понимаем, что да, конечно, это занимает очень много времени, но пришло 24 февраля, и в принципе все поменялось. Я имею в виду и даже весь патриотизм, и осознавание, и репутация военных сил, все поменялось в одну ночь, да? Конечно. Ну, к справедливости ради стоит сказать, что ну, я говорил, что не все можно изменить сразу, но многие вещи государство должно было делать настойчиво. Тот же украинский язык, он должен был быть более защищенным и больше процент и на телевидении сразу. И тоже с переименованием улиц нам было нужно побыстрее избавиться от этого прошлого советского.
И я очень так сейчас, с одной стороны, рад, что в Николаеве наконец-то переименовали улицу Московскую, которую мы с 2014 года боролись, чтобы ее переименовали, но нужно было разрушение, война, чтобы ее наконец-то назвали Мариупольской, например. Да. И, к сожалению, много людей только после того, как началась война, конкретные бомбежки, убийства, изнасилования, грабежи, только тогда поняли, что вот на самом деле вот наш так называемый брат. Ну да, в принципе, нужен был такой страшный толчок и для этих перемен, про которых вы говорите. В Литве то же самое, у нас остается еще 150 памятников советскому воину-оккупанту, и именно сейчас пошла уже волна, что, ребята, как это может быть, да, как может стоять советский воин-оккупант с автоматом. Мы сейчас поговорим про начало войны, но раз уж вы упомянули про памятники и про названия, у вас в Фейсбуке тоже была такая запись, что в Тернополе свергли памятник Пушкину. Угу. Вы рады этому? Я сейчас... Вот как сейчас? Потому что есть интересная дискуссия. Конечно, наверное, она, я думаю, сейчас в каком-то втором или третьем плане, но все равно. Пушкин, Набоков, Булгаков, Чайковский, там еще. И русская культура. Памятники. Что с ними? Какое ваше мнение? Я думаю, что сейчас это нормальная реакция. Mm-hmm. И после войны мы будем разбираться, кто был там, где культура, а где вот этот великодержавный шовинизм, он был и в культуре тоже. Конечно. И во все времена, начиная с Российской империи. Великая российская культура. Все другие культуры идут немножко Поэтому ниже. Я сейчас считаю, что это абсолютно нормальная реакция. И сейчас говорить, там, что есть какие-то русские хорошие, если там были еще, неуместно, по меньшей мере, потому что все это складывалось столетиями. И нельзя сказать, что тот или иной человек, если он даже не воюет против нас, что его вины в этом нет, которые даже сейчас, те, кто голосовали за Путина, например, да, кто молчаливо это все переносит и соглашается с этим, или просто молчит. Можно ли сказать, что он не виновен в этом, что убивают детей в Украине? Тут очень такой дискуссионный момент, но... Но вы, в принципе, верите в коллективную вину русских? Когда речь касается примерно 80-70% населения, то, безусловно, это вина коллективная. И нельзя говорить, что один Путин злодей, вот он пришел, всех там обманул и делает... Люди... Вот, например, как можно считать злодеем только Путина, а кто тогда солдаты, которые насилуют, убивают детей, которые, их же никто, можно этого не сделать. Это не прямой приказ, ты должен изнасиловать, мародерствовать, убивать детей. Тебе нужно захватить деревню. Но когда люди это делают, то это, безусловно, это коллективное. Это или коллективное безумие, или... это фашизм, другими словами. Давайте вернемся, Александр, на 24 февраля. Где узнали, как узнали, какие были первые мысли? Я встретил начало вторжения в Харькове. Я 14 февраля уехал в Харьковский институт протезирования. Мне должны были устанавливать новый протез. И вот я проснулся в 4 утра в палате от взрывов ракет. Я понял, что это не какая-то авария. Тут же зашел в группу нашу ветеранскую и почитал переписку, что это во многих городах произошло, и понял, что это вторжение, и начал собирать вещи, готовиться к тому, что надо покидать, пробираться к своим. Перед этим были большие дискуссии до 24 числа. Да? Будет вторжение, не будет вторжения, будет, не будет. Я не говорю про пропаганду Захаровой, там ее шуточки, это вообще там что-то не из ума выходящее. Но вы сами, вы, как военный, вы верили, что Россия вторгнется так, как она вторглась?
Нет. Нет. И я ошибался, и я говорил, ну, мне не укладывалось в голове, Я тоже. что может быть фактически 41 год с бомбежками, с танками. Ну, во-первых, это даже с точки зрения военной, оно нелогично и безумно. Я думал, что будут какие-то гибридные действия, как все, наверное, эксперты, с какими-то локальными высадками, захваткой критической инфраструктуры, с точечными ударами, с возможным десантом. ЛНР, ДНР, там... В основном, да, я думал, что это, поскольку они признали эти республики, то, безусловно, вторжение будет там. И я думаю, что ошибались очень многие, поэтому вот так и произошло. Хорошо, так значит, пробираться к своим. Ну и как вы провели первую неделю? Вы остались в Харькове? Ну, у меня не было выбора. Да. Я был в Харькове один, потому что жена у меня была не вакцинирована, она не могла приехать. Она была в Николаеве, я был... Она тут же меня начала набирать, что делать. У нас тоже взрывы. И в институт протезирования он находился как раз ближе к Салтовке, где первые начались обстрелы. И я не знал, куда мне деваться. Да. Все начали выписывать всех из института, кто местные, остались иногородние, и говорят, ну, давайте в подвал сидеть. И моя протезист Оксана, которая меня протезирует, говорит, давай, поехали ко мне, забрала меня на квартиру своей мамы на другой конец Харькова, и я там неделю жил, она жила рядом у родных, приносила мне там поесть, я все время спал в протезе, в одежде, чтобы быть готовым в случае там, в тревоге выскочить, открыть двери, убежать. Там несколько ночей провел в подвале. И потом уже она мне позвонила, говорит, я буду выезжать на запад Украины, ты не хочешь? И, ну, мне не оставаться в чужой квартире. Да. Поэтому я эвакуировался в Днепр. Тоже очень много людей помогало, там и тероборона, и знакомые вывезли в Днепр. Я там где-то 10 дней встретился со своими товарищами, мы там уже снимали видео такое мотивирующее, записывались, ходили там к волонтерам, ну, хотя бы на информационном фронте чем-то помогать. А оттуда я уже поехал во Львов, оттуда отправил такую небольшую заявку о потребностей Николаевской теробороны в Литву друзьям, и они мне сказали, вот тебе надо приехать, встретиться здесь в Министерстве обороны, поговорить, будет эффективнее, если ты приедешь сюда и сможешь помочь своим. Как я понимаю, вы стали дедушкой в это время, да? Да, как раз 10 февраля у меня родился внук, и я был... И сейчас счастлив, но внук как раз эти 2 месяца он провел либо в подвале, либо в машине, либо пока мы его вывезли в спокойное место. И я рад, что он растет. И... Дитя войны. Да. Ну, я уверен, и всегда, когда с ним разговариваю, он меня не понимает. Я говорю, ты же дедов казак, ты... украинец, и ты всегда будешь за свою землю. Александр, знаете, я думаю, мы переминулись в Днепре на 10 дней где-то, потому что я во второй середине марта был в Днепре с гуманитарной помощью. Знаете, меня что очень удивило, ну, там до Харькова сколько? Там 100 с нескольким километров. Ну, но жизнь в Днепре, мне показалось, ну, она идет как своим руслом. Да, стоят блокпосты, да, стоят мешки с песком. Но люди ходят на работу, машины едут. Сейчас я смотрю видео с Одессы после ракетного удара. Люди сидят в кафе. Как вот вы это видели своими глазами? Я только так, ну, знаете, вот мимо, скажем так, там, пару дней в Днепре, пару в Полтаве. Как приспособились Украина в эти 2 месяца? Ну, наверное, это особенность человеческого сознания, мозга. Люди привыкают к всему. Если говорить о Днепре, то Днепр всегда был пограничным городом, и 14-й год как раз меня в Днепре собирали по частям. То есть они всегда жили и знали,
количество раненых, которое приходило, они знали, что война идет. Люди в том же моем Николаеве сейчас, мне тоже иногда удивительно, когда после обстрела люди выходят на улицу, идут в магазин. Ну, как-то на какой-то день, там уже на вторую неделю притупляется какое-то чувство страха, возможно, даже самосохранения. Ну, уже нельзя пребывать в этом чувстве страха, это я по себе знаю постоянно. Тут ты либо уже сходишь с ума, или там забиваешься, не выходишь из подвала, либо ты приспосабливаешься и находишь, как бы это ни звучало глупо, наверное, точку комфорта даже в этой ситуации, чтобы сберечь свою психику. Да. И поэтому, ну, так происходит. И мне даже иногда, вы знаете, страшно, насколько мы спокойно с друзьями говорим о погибших наших друзьях. Ну, нет, очень больно внутри, когда ты знаешь, что погиб там Петя, да, тяжело. Но мы понимаем, что тут нельзя расклеиться, нельзя сейчас там плакать, потому что ты потеряешь способность бороться. Поэтому, ну, вот это страшно, но это война. Вы говорили, что сейчас нужно жить, один из ваших постов в Фейсбуке, через «не могу». Что для вас это означает «через не могу»? Ожидая помощи Запада, которая, очень долгое время не приходила. Сейчас, может быть, оружие, я вижу, как каждый день усиливается, да, и даже скептики, которые стояли против этого, уже они меняют свое. Но в то же время казалось, что вы остались вообще одни. Ну, там, вот, Литва, там Польша, такие маленькие друзья, да. Как через «не могу»? Как это пережить? Как это понять? Ну, вы знаете, я почему написал этот пост? Потому что я прошел через это вот в своей ситуации. И именно когда ты делаешь, ничего в моей жизни не изменится, там руки у меня не вырастут, например, да, ты каждое утро просыпаешься, и ты понимаешь, что ты завтра будешь без рук, послезавтра, и всю оставшуюся жизнь. И ты либо сцепишь зубы и будешь жить и что-то делать, либо ты просто будешь лежать и ждать смерти. Также наша страна сейчас. И через «не могу», потому что очень тяжело переносить вот эти новости все время, особенно для гражданских. Когда ты на войне, я вот сейчас это ощутил, что я постоянно в новостях, я постоянно смотрю, что там ты с автоматом, ты в окопе, ты делаешь то, что ты можешь сделать. Тактические просто шаги, да? Ты не уже думаешь, здесь. что вокруг, да? Ты уже здесь. Да. Ты все, что мог, сделал. Ты сейчас подобьешь танк, убьешь кого-то, погибнешь, но ты делаешь. И тебе некогда думать на том, плохо, хорошо, что там происходит. А люди гражданские, они очень восприимчивы ко всем этим новостям. Там передали, где-то наши оставили какой-то населенный пункт. О, все уже пропало. Все. Уже ты начинаешь. И поэтому вот я это имел в виду. Тяжело военным. Понятно, что когда ты месяц, второй месяц ты в окопе, ты не мытый, грязный и холодно, не всегда есть что поесть, то можно сорваться, можно решить, что это все. Но надо вспомнить, что происходило в Буче, что происходило в других городах, и ты понимаешь, что если мы сдадимся, так будет со всей Украиной. Поэтому нужно держаться, нужно воевать, сцепить зубы. И вы знаете, на что я обратил внимание, что показало первые 2 недели войны? То, что мы поняли ментально, что мы можем их побеждать. Когда пришло это чувство? Потому что если... Я перебью чуть на секунду, потому что я очень хорошо помню, кажется, 3-й день войны, или 2-й, или 3-й день. Я смотрю CNN, и американские генералы, 4 звездочки на погонах, не русские, они говорят, 3-4 дня, и Киев будет взят. И такое, говорят, люди дело знают. У них же разведка, они все понимают. Они, в принципе, спрогнозировали начало войны, значит, они понимают. И так, было такое чувство. А вот вы же, наверное, тоже смотрели и видели эти прогнозы. Вы, честно говоря, вы верили этим прогнозам? Не верил. Или здесь надежда была сильнее такой, в то время реальности постановленной? Если понимаете, про что я. Я по жизни оптимист, я не могу верить в то, что мы сдадимся. Поверить в то, что мы сдадимся через 3 дня, это значит быть слабаком и не знать
наверное, изнутри, всю там нашу способность сопротивляться. Я думаю, что эта первая неделя была вот такой показательной, когда начали жечь танки, когда они попадали в плен, когда пачками просто убивали, расстреливали. И тогда я в Харькове я встречал молодой парень, там, айтишник, который пошел в тероборону, один у мамы. И он мне звонит, говорит, я заболел ковидом, меня отправили в гражданскую больницу, я тут один. Но я, говорит, как психотерапевт. Да. Ко мне приходят врачи, и я их всех успокаиваю, говорят, а мы нормально стоим, мы их отобьем. И вот это главное, что произошло, потому что вот эти 2 года, даже с 14-го, у нас такой был комплекс, я его называю народа жертвы, что мы постоянно проигрывали. Проигрывали империи, проигрывали вот эти наши вызвольные змагания. Вот мы, ну, так получалось. И даже в 14-м очень часто, там, когда был Иловайск, у нас говорили жертвы Иловайской трагедии. Я говорю, почему жертвы? Да. Ну, мы же воины, мы солдаты, они гибли с оружием в руках. Это не жертва. Жертва цивильные люди. У нас постоянно вот эта «Плыне кача» есть такая мелодия, песня, которую на Майдане начали, когда убивали. Она такая, что хочется лечь рядом и умереть просто. Ну, нет сил бороться. Я всегда был против этого. Потому что статистика послевоенной истории говорит, что в 30% случаев послевоенных конфликтов побеждали потенциально более слабые государства. Все зависит от духа. И этот дух появился. Когда, вот я вас перебил, извиняюсь, конечно, но давайте закончим мысль. Когда вы поняли, что все может закончиться иначе, чем прогнозировали американские генералы, или докладывали там для Путина его шобла? Это первая неделя, когда я был в Харькове. Потому что у меня были, вот в первый день, когда началось, вот по поводу Харькова у меня были большие сомнения. Харьков на границе с Россией. Харьков очень много таких пророссийски настроенных людей. Я думал, что, ну, всякое может быть. Почему я хотел побыстрее выехать? Потому что думаю, ну, сейчас тут быстренько могут замутить пятая колонна, все на свете. Но когда я увидел ребят военных, тероборону, харьковчан, они разговаривали на русском языке, многие. Ну, такая уверенность, такая жесткость. Я понял, что эти ребята не уйдут просто так. Что они будут там, умрут, но они будут их бить. И настолько эта уверенность появилась, она передалась мне, наверное. И я приехал в Днепр, увидел в Днепре точно такой же настрой. Мой товарищ, там, еврей, отвез семью в Израиль, сам вернулся, говорит, я их буду убивать, я никуда не поеду отсюда. И вот тогда у меня появилась уверенность, что могут быть какие-то тактические там сейчас поражения, ну как там взяли Херсон, взяли там, отбили там еще какие-то города, но я уверен, что мы их отобьем, потому что ну, нельзя сломить людей, которые готовы сражаться и которым, если помочь с оружием, то я думаю, у них шансов не будет. Секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в одном твите про вас сказал, что вы, как герой Украины, национальный герой Украины, вы являетесь голосом Украины. Это польщает, конечно. Но, как вы думаете, что сейчас нужно услышать? Вот что этот голос должен говорить и к кому он должен обращаться? Потому что слушателей сейчас очень много, весь мир. И Украина. Ну, про Россию я не знаю, там, есть ли кому обращаться, но и Европа, и Соединенные Штаты, и, наверное, те другие государства, которые еще так стоят у калитки и смотрят, а чем тут все закончится. Безусловно, я всегда пытаюсь обращаться к людям простым с других стран. Потому что демократический мир так устроен, что правительство очень зависит от мнения людей. Это не тирания, как в России. И многие люди, которые живут на другом конце планеты, для них есть платежка за газ, для них есть там, поднялась цена на бензин, и для него это важно. Ему кажется, что конфликт в Украине – это что-то там, какой-то междусобойчик, Россия решает свои проблемы. Поэтому я хотел бы всегда достучаться к ним. И я вот сейчас сделал обращение на английском языке к американским звездам Голливуда, которые имеют украинские корни. Это и Сильвестр
Сталлоне, и Мила Йовович, и Стивен Спилберг, и многие люди, которых слушают миллионы. Здесь нужно доносить это для людей, которые должны воздействовать на свои правительства, что эта война не исключительно Украины, что завтра будет, не дай бог, Литва, Эстония, Латвия, дальше пойдут Польша. И это, это реальный фашизм, и это как зараза, которая распространяется по всему миру. И тут то, что ты потерпишь экономические какие-то вещи, это ничто по сравнению с тем, когда убивают детей, насилуют женщин. И поэтому я бы хотел говорить именно больше с людьми. Александр, вы читаете или смотрите российские СМИ? То есть телевидение, «Комсомольскую правду» или там что-нибудь еще? Или нет? Честно говоря, нет. Я знаю, что надо врага читать и понимать, но я не могу себя заставить, потому что это откровенная ложь и откровенный такой цинизм. Даже не знаю, как подобрать слова, меня просто воротит от этого. Я иногда там эпизодически включаю что-то, не могу себя заставить. Причем они даже приезжали ко мне в 2014 году, «Россия-24», в больницу. Даже так было? Меня попросили сказали, что это нормально, скажите им, что... А они нормальные? Да, что эти ребята нормальные. Мне позвонили «Россия-24» с администрации областной, говорит, эти журналисты нормальные, они хотят разобраться. Ты можешь им сказать, как все есть? Я им рассказал, как все есть. Не помню, там что-то выходило или нет, но был у меня такой эпизод в жизни. А как вы думаете, я читал очень интересную такую, очень долгую статью исследовательную в «Медузе», которая говорила очень много с русскими, простыми русскими. И там страшно читать, конечно, потому что там, да, как вы говорите, там национальное безумие. Есть ли хоть капелька надежды, как вы думаете, достучаться для них каким-то способом? Есть какие-то проекты, там Call Russia, да, звонят волонтеры русским людям по там чат-рулеты всякие тому. Но реально, есть ли хоть капелька надежды достучаться до этого народа? Я думаю, что эта капелька — это тяжелое вооружение и артиллерийские снаряды, этой капельки. и жертвы, которые они несут и понимают. Я думаю, что есть некоторое, например, меня немножко вселил оптимист брат моей жены, который живет в России, который там с 2012 года он был таким ярым путинистом, говорил, там, вы тут бандеровцы все, хотя вырос и жил на Украине. И когда меня ранили, он тоже такой был. А сейчас он позвонил, извинился и общается с моей женой, опять со своей сестрой, и рассказывает. Он в Европу уже перебрался. Сразу как бы есть решнут. Это все равно шаг был. И я все равно пока с ним не разговариваю, потому что я понимаю, что благодаря таким людям тоже произошло то, что было. Но думаю, что до кого-то это доходит, но этот процент очень небольшой. Вы в своих записях на Фейсбуке у вас сильная тема Толкина. Это и орки, и Мордор, решающая битва, Helm's Deep. Я сам переводчик Толкина на литовский язык, потому что это мне очень дорого. И как вы думаете, Толкин угадал со своей бессмертной аллегорией про эту битву Запада, коллективного Запада и Мордор? Думаю, да. Это мое любимое произведение, любимый фильм, и настолько, и даже образ орка, да, это, о каких-то человеческих категориях вообще невозможно говорить. Хотя, 2 руки, 2 ноги, поставив рядом, пока он молчит, вроде похож на человека. Поэтому я думаю, что это, какой-то, мистический это или нет, но я очень часто сравниваю эту битву. Битву, там, можно, света и тьмы, там, добра и зла, но это действительно так, хотя это аллегория, но он угадал. Как вы думаете, что тогда станет для нынешнего Мордора этим кольцом всевластия, которого, уничтожив, сгинет все? Потому что, конечную победу все же
Свет выиграл, когда кольцо было брошено в вулкан. Ну, я думаю, когда мы начнем их мочить на поле боя. Ну, крейсер «Москва» — это очень хорошее начало. Это удар по вот этому самолюбию, по всему. Я думаю, что все решится на поле боя. И когда мы их начнем отодвигать и выгонять за наши пределы, когда мы разобьем их армию, это будет вот этим кольцом. Ну, другого я не вижу. Санкции — это хорошо, эмбарго на нефть — это хорошо, это все, ну, все. Ну, это такая долгоиграющая пластинка. Да. Я думаю, что мы увидим реальные результаты через, не знаю, полгода, может быть, год. Полгода, и если мы не разобьем их на поле боя, они опять отойдут, вернутся к себе, нарастят массу и опять придут. Ну, это перевоспитания там не может быть. Ну, опять же, Толкин про это говорил. Мы выиграли победу, но она не стала решающей. Саурон вернулся, да? 100%, потому что все решится на поле боя. И если мы сломаем им хребет, а мы им сломаем. Александр, Литва была с вами с самого начала. Мы всегда говорили с 2014 года и даже раньше, и наши президенты, наши дипломаты, мы про это говорили, нас не очень-то слушали в нашей большой европейской семье. Сейчас уже говорят немцы: простите, извините, ну, не послушали, виноватые. Но у нас тоже есть такие мысли, что устали уже немножко, да, 2 месяца, устали жертвовать, устали читать, становится как-то буднем, да. Ну, ты открываешь или слушаешь Арестовича, или открываешь утром сводку новостей, ну, ничего нового, да, на Восточном фронте ничего нового, да, перефразируя Ремарка. Что вы можете, вот «Голос Украины», национальный герой Украины, что вы можете сказать для нас, для ваших самых близких друзей? Что мы должны сейчас делать? Скажем так, очень конкретно, в этот месяц, до конца мая, что Литва, и особенно ее люди, мы говорим про наших людей, что мы должны делать? То же, что вы делаете сейчас, делать через «не могу», продолжать, потому что представлять себе, насколько устал солдат на Азовстали, боец Азова, настолько устал человек, который сидит в подвале и продолжает воевать. Мы все устали, но выбора нет. Если мы позволим себе дать слабину этой усталости, нас сломают. И завтра не будет ни у вас, ни у нас. Это все только будет оттяжка времени. И никто. Поэтому также помогать, потому что также убеждать, как на политики литовские, которые отстаивают и лоббируют нас и в НАТО, и среди западных партнеров, продолжать давать тяжелое оружие, помогать нам защищаться. Так и простым людям постоянно идут гуманитарная помощь, там, и медикаменты, и все, что... Ну, не все покрывается, кроме тяжелого вооружения, есть много тех потребностей, без которых невозможно. Это наш совместный фронт. Вот мы его должны сейчас выдержать, как бы мы ни устали. Александр, большое спасибо за ваше время, за этот трогательный рассказ. С нами был герой Украины, защитник Донецкого аэропорта Александр Терещенко. В программе «Невъездной» я Андрюс Тапинас. Смотрите наш канал, держитесь там. Будет здесь много новостей. Будет и так через «не могу» грустного и смешного. Оставайтесь с нами. Удачи!